Мы вас отпускаем. Мы договорились, мы вас отпускаем. Вот. Подписывайте документы о том, что никто ответственности за вас не несет. Давайте проведем референдум и придем к тому государству, где получше. То есть вы реально себе это так представляете? Ну, примерно плюс-минус. Наши так устали ваших брать в плен, что чтобы меньше тебя вести было, они просто ждали, пока ты дойдешь уже в самый глубокий. До нужной машины, чтобы тебя сразу в нее посадить и Да. повезти. Туда смотреть не обязательно, можете смотреть на меня, потому что со мной вы будете общаться. Меня зовут Владимир, я журналист. Ну вы в курсе уже, да? Да. Как вас зовут? Виктор. Стоп, подождите, одну секундочку. Не заработало. Теперь заработало. Как вас полностью зовут? Белов Виктор Витальевич. Витальевич? Да. Почему такое ударение? Ну, в 90-х годах не все были образованы, особенно в ЗАГСах. Поэтому вместо того, чтобы написать Виталь, через мягкий знак написали И. Ну, женщина, которая работала, была просто... И вы все это время называете Витальевич Да, себя? именно с ударением, чтобы люди понимали, что там именно И. Понял. А что было просто не поменять паспорт на правильное имя? Там надо было менять вообще все. Аттестат, другой аттестат, диплом. Ага, вон оно как. А поменять можно только вот при достижении 18 лет, я потом... Ну ладно, если бы вы не акцентировали на этом внимание, я бы ничего и не понял. Мне все равно как написали, я-то знаю, что правильно, Витальевич. Я имею в виду, у нас такой неформальный разговор, то есть вы расслабьтесь, да? Вы даете добровольное согласие на запись этого разговора и на его публикацию? Да. Даете. А как дата рождения ваша? 26.07.93 года. Может, еще чуть-чуть, вот это вот как-то пристегивается, застегивается? Да, или конечно. застегивается? Дайте я Нет, вот здесь перезаписываю микрофон. надо стегнуть. Не, это уже перебор. Не, я имею в виду, не. Вот так вот как-то оставим. И вот так вот как-то поставим, чтобы оно было и недалеко, и не близко. Вот хорошо. Дата рождения? 26.07.93 года. Откуда вы? Родом? Да. Кубань. Кубань. Кубанский казак. Не казак, кубанский. А знаете про кубанских казаков? Но они у нас вместо полиции ходили на конях. Не, исторически знаете историю Кубани? Нет. Не знаете. Хорошо. Нет, ничего хорошего, ну, не знаете, да не знаете. Расскажите, часть ваша, звание, должность, кем вы были, кем служили? Войсковая часть 44-224, дислокация Уссурийск, Приморский край. Служил инструктором роты, занимался финчастью. Угу. Я прошу прощения, а у вас супруга кем работает? Самозанят. Он документы мои просит. Я как бы Ну, отправьте Ты фотку- мою фотографию. и фотку достаточно. отправил фотографию, она пишет ваши документы. Ну, Она думает, что вы служащий, скорее всего. я пишу ей со своего украинского номера. Ну ладно. Она юрист просто по Все, я прошу образованию. прощения, продолжайте. Будет интересно поговорить с Наверное. супругой. Да. Я так чувствую. С какого года вы служили? В этой части с октября 21 А вообще? 2011. С 2011. Ну вы инструктор чего? ВДС. Это как расшифровать? Воздушно-десантная служба. Воздушно-десантная служба. То есть вы элита российских войск, можно так сказать. Ну, можно так сказать. Вы обучали более молодых десантников, да, чему? Нет, я ничего не обучаю. Обязанность инструктора, он проверяет снаряжение десантников перед прыжком. Инструктирует их перед прыжком, что, как правильно делать. Понял. То есть у вас конкретно была квалификация, вы учили прыгать с парашютом, Да. правильно? Или там инструктировали, что да и как должно быть. Понял. Много через ваши руки, так сказать, прошло Еще нет. десантников? Ни одного пока. То есть вы ни одного не научили в результате прыгать? Мы только сформировали роту и все. Нас раскидали. История все время все интереснее и закрученнее, понимаешь? Тут как бы
То есть можно было сказать просто, вообще я по должности такой-то, такой-то, но я еще ни разу этого не делал, потому что меня только назначили, и рота только сформировалась. Именно так. Интервью сократилось бы сразу же на вот этих вот 4 первых минут. Я понял. Ну, я имею в виду, что в будущем, да, если вы хотите более как-то свободно и просто сформулировать свою мысль, вы можете это сделать. Мгм. Ну, расскажите про службу вашу. Как служили? Слушай, хорошо. Хорошо. Отношение было адекватное, командир хороший, образованный. Мгм. Деятельность моя была в штабе. Мгм. Я занимался финчастью. Мгм. Зарплата, премия, все такое. Военных тайн у нас не было. Секретки у нас нет. Он пошутил про военные тайны. Ну, я понял. Секретки допуска у нас нет. Дмитрий Николаевич, когда записывает данные и телефон, по которому мы будем звонить, он говорит, насыпьте нам пару килограмм военных тайн. Ну, вы не насыпите, да, нам пару килограмм? Вам не выдавали. Я даже грамм, наверное, не насыплю. Грамма не насыпите. Понял. Ждем же, когда кто-то Да. нам даст эту военную тайну. И главное, мы услышим и ее сразу же опубликуем. Да. Что вас привело в армию? Как сказать? Ну, с детства я думал, что армия это орган, который обеспечивает безопасность, ну, спасает людей, ну, для защиты гражданского населения. У вас Министерство обороны, Да. а не нападение. Такого я не предполагал, когда шел в армию. Ну а зачем же вы напали на Украину тогда? Я не нападал. Вот оно как. История уходит в еще более глобальные вещи. А что ж вы делали тогда с оружием в руках в Украине, раз вы не нападали? У православных есть такое понятие, что оружие не для нападения, а для защиты. Прекрасное понятие у православных. А зачем, для защиты чего и кого приходить на чужую... Нет, давайте проще. Украина суверенное государство? Не знаю понятия этого слова. Ну, независимое государство? Отдельное? Я предполагаю, что да. Предполагаете. Так зачем вы пришли с оружием в это независимое суверенное государство для защиты? Основной цели я не знаю, не я, как сказать, планировал все эти мероприятия. Мое дело простое было исполнять приказ. То есть вы сейчас утверждаете, что вы пришли в чужую страну с оружием в руках, потому что у православных есть понятие оружие для защиты. Это лично мое мнение. Это не потому, что все пришли сюда для этого. Не, Это лично мое. я же со всеми же не говорю, с вами конкретно. То есть вы утверждаете, что это реально ваше личное мнение. Поскольку у православных есть понятие, что оружие для защиты, вы пришли с этим оружием для защиты на чужую землю, в чужую страну, для того, чтобы что? Как вам сказали, защищать мирное население. Вот нападение западной части. Какого Украины. числа вы зашли в Украину? 3 июля. 3 июля. К 3 июля уже несколько месяцев шла война. Да. Вы ничего о ней не знали? Ну, смотрел видеоролики, но я понимал, что с той стороны будет очень много воды, которая, скажем, фейковая новость. Я их поэтому просто не читал. А как вы тогда для себя объясняли, что происходит? Ну, основная масса, наверное, той информации, которую владел, скажем, рядовой состав России, это... Нет, я прошу прощения. Не надо отвечать шаблонными общими фразами. Рядовой состав России. Я спрашиваю, если вы хотите, вы ответьте. Как вы себе лично это объясняли? Ну, то, что я видел, я предполагал, что все-таки здесь как бы тирания со стороны западной части Украины по отношению к ЛНР, ДНР и вот этой части. А где вы попали в плен? Недалеко от Лисичанска. Недалеко от Лисичанска. И то есть вы думали действительно, что со стороны Западной Украины, да? Как вы себе это объясняете, Западная Украина? А по ту сторону Днепра. Киев там. Или там. Киев это уже Западная. Ну, для меня Ну было, да, да. чтобы я понимал просто. Понял. И вот Киев тиранит Луганск, Донецк. Да, И вы пришли защищать Луганск, Донецк. да. Понял. А что вы знали вообще о том, что происходит в Луганске и Донецке, начиная с 2014 года? Практически ничего.
Я знал, что там идут какие-то сражения, боевые действия. Не, ну, наверное, же логично предположить, что тогда, получается, Киев тиранил все эти, вот с 2014 года Луганск и Донецк, наверное, а не просто сражения. Ну, да. Получается так, Я в вашем думал, сознании. именно так. А что там делало в таком случае в Луганске, Донецке российские добровольцы, российская техника? Почему Россия полностью управляет Луганском и Донецком, вот начиная с 2014 года? Вы не задумывались над этим? Насчет управления я не знаю, никогда не задумывался, а почему там войска, я предполагаю, что они... Мы же знаем, что никто так просто деньги не дает. Ну, конечно. А Россия давала же деньги Луганску, Донецку? По-простому Не говоря. вникал, не знаю, не могу сказать. Не вникали, да. То есть вы утверждаете, что вы просто посмотрели телевизор, где вам просто сказали, что Киев тиранит Луганск, Донецк, и вы просто поэтому поехали в Украину. Я поэтому согласился поехать в Украину. Согласились поехать. Да. А могли бы не согласиться? Мог написать отказ, но дальнейшую историю отказников я не знаю. Мгм. Хорошо. А скажите, пожалуйста, в таком случае, а что в 2014 году произошло с Крымом? Если вы интересовались. Ну, произошел референдум, я так понимаю, по инициативе России, скорее всего. И Скажите, пожалуйста, а как по инициативе российской в другом государстве может проходить референдум? Как вы это понимаете? какой-нибудь властный человек, наверное, пришел и сказал, что у нас лучше, и они такие: о, да, давайте проведем референдум и придем к тому государству, где получше. То есть вы реально себе это так представляете? Ну, примерно плюс-минус. Пришел какой-то властный человек, сказал, у нас лучше, а тебе говорят, о, да. Пошли Ну, а к вам. по-другому как бы они ушли? Это отсоединились от Украины и пришли в состав России. То есть, помимо всего прочего, вы еще и верите, что они сами как бы это все сделали, да? Ну, голоса-то людей были, ну, скорее всего. А военных российских вы тоже в Крыму не видели? А я Или не был референдум? никогда там. Не, я понимаю, но вы же высказываете свои мысли по поводу Крыма и того, что там произошло. И Телевизор видел. видели российских военных. Ну да, транслировал. Так как тогда получается, пришел какой-то властный человек и сказал, эй, у нас лучше? Или пришли российские военные? Не знаю, кто раньше. Ну, что было раньше, зашли туда войска, либо сказали. Я не в курсе. Я не следил вообще за новостями внешней политики никогда. Мне было неинтересно. Но тем не менее мнение у вас есть. Ну, конечно. И это мнение такое. И можно еще раз про Крым? Вот ваше мнение. Что произошло? Вот мы с вами проговорили тут 2 минуты. Еще раз можно ваше мнение? Я предполагаю, что изначально туда, скорее всего, вошли войска. О, так оно у вас чуток поменялось или дополнилось? Ну, дополнилось, скорее. Ну. Развернулось. И теперь- вот. Вошли войска. Да. Ну, вместе с ними под охраной по-любому приехал какой-то человек, который мог слово, типа посла, и обрисовал ситуацию. Власти Крыма, там, мэрия или кто там, я не знаю. Мгм. Скажи, пожалуйста, а зачем, если крымчане все хотят так сильно в Россию, да? Почему бы не уехать? Не уехать. Зачем войска? Если они же все так хотят, они могли бы собрать спокойно голоса. У нас есть закон о референдуме в Украине. Там надо определенное количество голосов собрать и провести референдум. Все это прописано в Конституции, в законодательстве. Зачем же тогда российские войска? Не знаю. Не знаете. Вообще не в курсе. А как вы думаете? Может быть, вы как-то думаете по этому поводу? Мыслей вообще никаких нет. Это, конечно же, печально. Это очень печально, что мыслей нет. Но я думал, а вдруг, вот, может быть, все-таки они есть, да, и как бы и было бы интересно их услышать. Ну, я предполагаю, что вы хотите, чтобы я сказал, ну, подумал о том, что мы заставили силой, я применения силы никакого не видел. Ну, по крайней мере, по телевизору. Они просто вошли, скажем, гуляли, скорее. Ну, грубо выражаясь. То есть вы правда верите в то, что... Демонстрировали свою... То есть вы правда верите в то, что в чужую страну можно зайти с оружием, чтобы просто погулять? Ну, я просто грубо выразился. Угу.
патрулировать, продемонстрировать свою как бы мощь для защиты. Опять для защиты. Да, Так кого же они в Крыму тогда защищали? не знаю. Интересно. А, в таком случае, вот, когда вы зашли в Украину, вы что подумали? Когда я пересек границу, я ничего не видел, кроме лесов, лесопосадок и всего остального. Я мирное население мельком видел, только вот проезжая мимо какого-то населенного пункта. И люди просто ходили, махали руками. Не все, ну, половина, наверное. Как вы поняли эти взмахи руками? Ну, это были в основном дети. Мне кажется, им без разницы, кому махать. Да, это действительно логично. Я для зрителей хочу уточнить, что Виктор Витальевич зашел в Украину 3 июля. Это важный момент, потому что это был уже почти 5-й месяц войны. Ну, конечно, я же Да. поэтому об этом так долго и разговариваю, Да. чтобы понимать, как люди вообще на это на все смотрят. То есть 5-й месяц войны, ну, еще раз тогда вернемся, да, к этому моменту. А вы видели, как по украинским городам наносятся удары? Ракетные удары. Разрушения и все остальное прочее. Да, Видели. да. И как вы это себе объясняли? Ну, я видел, ну, просто снизу была сноска, типа, там находился группа боевиков, либо техника. Скажем, возможно, это были просто обрезанные видео, куда просто прилетала ракета, а потом снизу подписано, что в этом здании находилась там группа нацистов, как-то расистов, фашистов, типа такого. И все. И вы в это верили? Да. А зачем? В каких городах это было, например? Я не знаю. Просто помните? картинки, фотки. Как вы себе объясняете? Ну, в принципе, если человек не знает ничего, просто это для него картинки и фотки, то есть ли смысл спрашивать тогда, а при чем здесь Харьков? Вообще не знаю. При чем здесь Киев, Львов, я не знаю, ну, Винница, Кировоград? То есть попаданиями туда, ну, я пытаюсь просто вашу логику понять, попаданиями туда, там, по вашему мнению, уничтожались какие-то вооруженные силы Украины, да? Да. Вот. Чтобы защитить Луганск и Донецк? Да, уничтожить огневую мощь Украины. Так. И Ну и таким образом- меньше будет, получается, как бы массивных атак на Донецк, Луганск. Понял. Но знаете, в чем самая большая проблема, и вы не можете этого не знать? К июлю уже российская армия успела зайти по 6 направлениям в Украину и выйти, ну кто уцелел, Да. практически все обратно. Черниговское в том числе направление, Сумское направление, Киевское направление. Да. Они достигли почти Киева. Там 20 километров оставалось. Да, это я знаю. Это зачем? Ну, как нам объясняли, то, что должны были войти войска, и все спокойненько сядут за стол и примут вход в Россию, скорее всего. Сослав. Я всего лишь пытаюсь понять, и для наших зрителей, нас, кстати, за рубежом смотрят, я думаю, этот феномен будут изучать, потом психиатры и все прочее. Вы защищали Донецк, Луганск, или вы планировали сесть за стол переговоров и быстро решить вход Украины в Россию? Как? Общий план я не знаю. Что это было, это политика, я туда не вникаю. Слушайте, ну так можно ответить на любой вопрос. Я не вникаю, да? Но если вы высказываете свое мнение относительно одного и относительно второго, то давайте попробуем как-то собрать эти два пазла вместе. Можно собрать Давайте. мнение, почему зашли войска и начали боевые действия. Нет, я не просто так копаюсь в телефоне. Славноярд, Донецк. Ты найдешь про Крым факты? Давай. Найди про Крым факты, что там были кровавые эти вот моменты, убивали людей и все такое прочее. Статья открыта. Ее просто нужно читать. А потом нужно попасть в кадр и зачитать самые основные. Просто кто-то может думать, что я сижу в телефоне копаюсь. Нет. Да, извините. Со стороны ДНР, ЛНР
Вот этой части, которая граничит с Россией, там уже шли боевые действия, поэтому войска туда вошли, как нам объяснили, с просьбы самих республик, ЛНР, ДНР, с просьбой о помощи. Так. Поэтому войска туда и вошли. Понятно, Как скажем, нападение. Понятно, ну, я понял. Нападение отбить от чего и от кого? Вы статистику смотрели на 2022 год, 2021? По смертям? Да, по смертности, по боевым действиям. Да. Ну, и от кого вы собрались защищаться, если линия разграничения была замерзшая полностью? То есть военных действий фактически не велось. Они, да, велись. 14-15 это были жаркие года. С той стороны зашла Россия, там были какие-то попытки отбить одну территорию, у тех захватить другую территорию. Это жарко было. 15, 16, 17, 18 там относительно уже стало все затихать. 19, 20, 21 вам это любой скажет, даже из оккупированных территорий, что было относительно спокойно. Я тоже не слышал ничего такого. Так я понял, но вы говорите, что в 2022 году Россия зашла, чтобы защищать. Да. Да. Кого и от кого? Если в эти года было все спокойно. Луганск, Донецк попросили помощи от чего-то. Во-первых, Луганск, Донецк это не Пушилин с пасечником. Да? Если бы вы интересовались этой темой, вы бы знали бы, что из Луганска, Донецка после захода России туда в 2014 году выехало 3 миллиона людей. Но их мнение вас, видимо, не интересует и не интересовало никогда. Потому что для вас Луганск, Донецк это вот эта вот морда Пушилина, которая в экран не влазит. Да? Которая рассказывает Скобеевой о том, что они там просят помощи от кого-то, для кого-то. Еще раз говорю, все было спокойно. Какая помощь, какая защита. Но далеко ушли. Понятно. Хорошо, допустим. Где-то можно найти хоть какую-то минимальную логику. Зашли в Луганск, Донецк, чтобы защищать, потому что Пушилин попросил. Допустим. Киев, Сумы, Чернигов, Харьков здесь при чем? Ну как это? Ну вы же сказали же, что заходили, чтобы там быстро подписать какие-то договоры, соглашения и вступить в состав России. Вы же только что это сказали. Ну да, это как мое мнение. Так я по понял. факту я не знаю, что там было. Так нет, так по факту вообще никто не знает. Допустим. Да? У каждого свое мнение. Ну, если зашли защищать Луганск, Донецк, Киев, Харьков, Сумы, при чем здесь по вашему мнению? Ввести войска, продемонстрировать боевую мощь и сесть за стол соглашения, переговорки провести. Так какая Зачем тогда тогда все-таки столицу была вообще цель? заходить? Защищать Луганск, Донецк или захватить Украину? Скорее всего, внести в состав Украины Луганск и Донецк. Если внести в состав Украины Луганск и Донецк России. в России, Да. так а зачем же идти на Киев и другие города? Другие города даже ни мысли, ни мнения, не знаю. В таком случае, что мешало сделать все ровно то же самое России, что она сделала с Крымом, с Луганском и Донецком? Я задавался этим вопросом, не знаю. Ответа не нашел ни в интернете, нигде. Ну, видите, какая история. Мы с вами разговариваем, у вас нет ни четкого мнения, ни четкой позиции о том, что происходит, почему и как. Вы видели какую-то одну картинку, но не знаете дальше, что за ней. Но вы в результате пришли в Украину с оружием. Да, так и есть. И при этом, при всем, вы утверждаете, что это оружие у вас было для защиты. Да. Нашел что-нибудь? Просто я несколько раз оговорился о том, что захват Крыма был бескровным. А он не был бескровным. Вот это начало про кровь и потом вот это. Я не буду зачитывать. Но вот это вот погибшие бойцы Украины в Крыму, в частности в Симферополе. Кому интересна статью, я дам ссылку на нее. То есть в Крыму они не просто гуляли. Там были отдельные украинские офицеры, военнослужащие, которые
оказывали сопротивление. И эти люди были убиты. А теперь еще раз. Россия захватывает Крым. Или все-таки это не захват был? Не захват. Или захват. Что это было? Вы зашли защищать Луганск, Донецк, при этом вы не знаете, что было в Киеве, Харькове. Вы считаете, что попадали ракеты для того, чтобы уничтожать каких-то боевиков. Да. А вы зашли с целью защиты. Уничтожение боевиков с целью защиты входило в ваше сознание, в ваши планы? Я предполагал, что такой расклад возможен, если вдруг. То есть при столкновении с вооруженными силами Украины вы бы их пытались ликвидировать. Я правильно понимаю? Да, для своей собственной защиты. Моя цель Правильно. была разведка, а не Правильно. стрелять. Не, я не знаю, какая у вас была цель. Я хочу хотя бы с позиции вашего сознания понять, как вы это себе видите. То есть вы бы убивали вооруженные силы Украины, да, военнослужащих вооруженных сил Украины на территории Украины для своей самозащиты. И пришли вы сюда с целью защиты. Да, я пришел с целью защиты мирного населения. Я бы стрелял в военнослужащих Украины в том случае, если по нам открыли огонь. Все. Теперь я хотя бы понял вашу общую картину мира, которую вы... И вы при этом считаете, что приходить на чужую территорию с оружием для своей защиты, чтобы стрелять в других военнослужащих, это как бы нормально. Так можно. Ну, это... Не то чтобы это так можно, но это как бы не очень правильно. Приходить в чужую страну и вести какие-то боевые действия необоснованно. Так а ваши действия были обоснованы или не обоснованы? Ну, лично для себя я их обосновал защитой мирного населения. Ну, я понимаю, вам так обосновали по телевизору, и потом вы лично для себя их так обосновали. Да. Еще раз говорю, почему Россия заходила по другим направлениям, вы никак это для себя не обосновали. Нет, никак. И как это коррелируется с защитой Луганска и Донецка, тем более не обосновали. Да. Ну, вот, видите? Дальше. Правильно Россия поступила в данной ситуации? Или же неправильно? Как вы теперь понимаете? Но я считаю, что были другие варианты, без некровопролитные, которым можно было воспользоваться, либо хотя бы попробовать. А не прибегать сразу к силе. Понял. То есть вы считаете, все-таки продолжаете считать, что нужно было попробовать другие варианты, отжать у Украины территорию без кровопролития? Ну, не совсем так. Прийти к какому-то общему соглашению. К какому общему соглашению? Я не Есть Украина. Давайте так. Есть Россия. Есть Кубанская область. Или как она называется? Республика? Просто Кубань. Кубань. Кубань есть. Туда заходят в один момент украинцы. Вот как вы приводили аналогию с Крымом. Какой-то важный человек и украинские войска. Ну, представим себе, да, на секундочку. Не смогли им дать отпор в тот момент. Пришли, зашли, оккупировали, стали. Раздали желающим флаги украинские. Кого не смогли уговорить так, не смогли силой подавить, того закрыли. Ну, кто против, да, этого всего, позакрывали. Другие люди, которые против этого всего, из Кубани выехали. Вот. И там создается такое впечатление, что будто бы все любят Украину, да? При этом половина населения Кубани просто выехала, а еще четверть посадили по тюрьмам. Осталось четверть. Да, осталось четверть. Вот ровно как в Луганске и Донецке. И тут в один момент я прихожу к вам на Кубань с автоматом для того, чтобы убивать вооруженные силы Российской Федерации, солдат. Да? Потом вы со мной разговариваете и спрашиваете, ты зачем сюда пришел? Я говорю, для защиты. Вы можете вложить вот эту картину себе в голову? Как бы вы себе это представили на моем месте?
Ну, я представил эту картину. Ну, Бессмысленный вход на территорию Кубани. Ни цели, ни смысла не было. так Только отжать территорию кусочек. да. А чем же тогда отличается вход России на Луганск и Донецк? Тем, что Луганск и Донецк просили помощи, а Кубань не просили. Стоп. Ну, Я прошу прощения. Если бы у меня, мы же сейчас поменялись местами, да? Да. Мы же сейчас поменяли местами. Это не Россия сейчас ядерное государство, а Украина ядерное государство. А у России нет даже трети тех мощностей военных, которые есть у Украины. Вы же уже полностью меняете. Да? То же самое с финансами. У Украины нет даже трети тех финансовых возможностей, которые есть у России. Но тут наоборот мы ставим. Тут мы ставим, что Украина, она огромная, мощная, с огромной армией, с ядерным оружием, с огромным экономическим потенциалом. А Россия, она маленькая. И Кубань, она тоже, в принципе, маленькая. И все-таки там можно было бы найти симпатиков Украины. И в этот момент, когда туда заходит огромным количеством украинская техника, противопоставить которой российской нечего, по сути, на тот момент. Я уже не говорю о том, что Россия в тот момент должна была быть в расколе, потому что Донбасс, Майдан как раз прошел, да, и четкой структуры власти нет. То есть Кубань такой себе региончик, и кто-то туда вбрасывает идею о том, что в Украине хорошо, в Украине супер, в Украине у вас будет все замечательно, вообще прекрасно. Да вообще вы исторически украинская территория. И находятся люди, 100-200 тысяч человек, которые поднимают украинские флаги. А остальных под дулом автомата заставляют замолчать, сажают в тюрьмы. Или они просто уезжают, видя это все. Еще раз, половина населения выезжает, четверть сажают в тюрьмы, а четверть четверти просто замолкает. А четверть четверти бегают с украинскими флагами. Почему вы думаете, что на Донбассе было как-то иначе? Какие аргументы? Думать, что на Донбассе было как-то иначе. Ну да, вам показали картинку 1000 человек с российскими флагами, правда? Я вам могу еще раз эту картинку показать. я видел. Да. Я вам могу показать картинку, где российские войска туда заходят. Добровольцы так называемые. Колонны техники. В 2014 году. Я видел эту картину. Так я же вам точно ту же самую сейчас рисую картину про вашу Кубань. Туда заходят колонны украинской техники. Россия противопоставить ничего не может. Нет возможности противопоставить. Часть жителей Кубани, купленные, проданные или действительно верящие в том, что им в Украине будет лучше, разворачивают украинские флаги. Потом я прихожу туда, к вам, да, только уже не в саму даже Кубань, а за Кубань. И говорю, я иду с оружием. Это оружие у меня для самозащиты. Как только я увижу вооруженные силы России, я их убью. Я иду защищаться. Понимаете? Вот мы местами сейчас поменяем. Представляете себе эту картину или нет? Да. Ну, и что вы думаете об этом? Агрессивное, скажем, вторжение. Да вы что? Серьезно? Да. Агрессивное вторжение? Так это и есть агрессивное вторжение. Зачем же вы мне тогда про защиту рассказываете? Какую-то, чего-то. Вторгаться на чужие территории, в чужую страну, заходить какой-либо техникой, какими-либо добровольцами, как-либо. Это уже вторжение. А не защита кого-либо от кого-либо. Если бы Россия в 2014 году не забрала Крым, а потом не зашла на украинский Донбасс, ничего бы этого, включая то, что происходит последних полгода, не было бы. Вы это понимаете? Как было, я не могу представить. Нет, так я не говорю представить. Я говорю, вы просто подумайте. Вот проходит в Украине Майдан, да? Вам всем не нравится Майдан.
Ну, вам же не нравится, что в Украине прошел Майдан? Мне как-то... Понял, без вам разницы. как-то. Хорошо, значит, это не к вам вопрос. Проходит в Украине Майдан. Дальше все идет, как идет. Идут выборы, все остается, Крым остается, Донбасс остается. Никто никого не ест, все хорошо. Потому что мифы о том, что кто-то кого-то бы ел, они уже опровергнуты даже хотя бы тем, что Харьков русскоязычный на 60-70%, так и остался Харьковом русскоязычным на 60-70%. И почему-то Киев, как вы говорите, не притеснял Харьков. Почему же он тогда вдруг решил попритеснять Донецк и Луганск? Регион ментально от Харькова или Днепра особо ничем не отличающийся. Не кажется ли вам, что это вам рассказали такой миф по телевизору? Он имеет место быть полностью. Да, он имеет место быть, но только разница между Харьковом и Днепром и Луганском и Донецком в том, что из Харькова и Днепра удалось выгнать сепаратистов и людей с российскими флагами, а оттуда не удалось. Их туда зашло очень большим количеством, в том числе добровольцами и техникой. И уже в 2014 году началось то самое агрессивное вторжение, завуалированное. А когда в 2022 году по определенным причинам, которые я сейчас разбирать не хочу, но они как-то связаны с Минскими соглашениями и с переговорами в нормандском формате, когда Россия поняла, что на их требования никто не идет, им осталось только полномасштабно вторгаться. И то, что произошло дальше, вторжение на Киев, Харьков, Чернигов и так далее, Сумы, да, все то, о чем мы говорим, это просто банальное полномасштабное вторжение российской армии в Украину. Вы это понимаете? То, что это не спецоперация, а именно война или вторжение, я понимаю. Хорошо. Расскажите тогда, пожалуйста, свою историю. Как я попал в плен? Да, вот как вы зашли в Украину, что вы видели, с кем общались после того, как дети вам махали? Мы приехали в лес, сидели там, обучались ведению боя в лесной местности. Ну, стрельба, гранаты, гранатометы. И просто ждали приказа о продвижении вперед. Мы через числа 11 продвинулись в противоположную сторону леса, то есть ближе к в западную сторону. Мы просидели две ночи. После этого мне поступила команда спуститься к дороге, и ждать остальную группу разведки. И показали направление, где эта дорога находится. Я прошел по этому направлению. Прошел, не помню, сколько по времени это было. Встретил дорогу, просидел там минут 20, никто не прошел, решил пройти по дороге налево, в сторону наших позиций. Там оказались не наши позиции. Я не знаю, чьи это были позиции. Там ни флагов, никакого обозначения не было, по мне открыли огонь. Я выбежал, как это назвать-то, на обочину, чтобы создать помеху для летящих пуль в мою сторону. Одна попала в РДшку, рюкзак, который был на мне, и бронежилет. Я упал, и на адреналине встал, побежал просто вперед, в самую глубь леса. Уже не разбирая, куда я бегу, не смотрел ни на мины, ни на что. Просто бежал вперед, нашел самое загущенное место, прыгнул туда. Там оказалась еще воронка от какого-то снаряда. И пролежал там минут 10, после этого по этой же дороге выехал какой-то броневик, также без каких-то определительных знаков, ни украинской расцветки, ни русских букв В или номеров. То есть я не мог вообще понять, чья это техника, наша или не наша. Она проехала, через 20 минут я уже начал идти в другую сторону. Видел, это уже точно украинских разведчиков, потому что наши так не работают, не действуют. Я спрятался, они просто прошли мимо. И тут я понял, что к своим я уже выйти не смогу, потому что я заблудился. По компасу я просто пошел на восток. Предположительно, на востоке России, значит, скорее всего, я выйду на наши войска, и там уже, если бы было, я бы знал. Представить не могу, что бы было. Либо меня бы отправили назад, либо к своему подразделению. То есть вы все-таки думали, что вы в России находитесь, да, на востоке России? Нет, я не был на востоке России. Я просто думал, что я дойду до каких-то своих подразделений, либо до кого-нибудь. Как оказалось, я шел по территориям под контролем Украины.
То есть там наших войск не было, я очень много проходил, видел украинскую технику, войска. Меня никто не останавливал. Мгм. Ну, в итоге я зашел очень далеко от своих, где-то глубоко в тылу оказался, где были ополченцы на заднем плане. И один из украинцев, ополченцев, это был точно ополченец, позвал меня попить с ним чай. Типа, парнишка, куда ты идешь, зайди в окоп, ну, попьем чайку. Я думал, это ДНРовский ополченец. Ну, потому что мы находились, это, по-моему, Донецкая, да, республика, если не ошибаюсь, Лисичанская. Мгм. А он меня пригласил попить чай. Это вы так думаете, что она Донецкая республика. На самом деле это область Украины. Донецкая область, область Украины. Если бы вы не воспринимали Украину как нечто подконтрольное России или как государство, которому Россия почему-то имеет право диктовать что-то, вы бы вообще не использовали бы никогда такие эпитеты, как республика какая-то или еще что-то. Если бы вы вообще не думали про Украину, вообще вот просто у себя в России, просто перестали думать про Украину, вы бы увидели, как вам сразу начало лучше жить. Потому что у вас по телевизору все Украина. Вас почему-то интересует, кто в Украине, кого просит какой-то помощи. И вас уже не интересует срез мнений, да, на этом Донбассе. Реально большинство жителей вас просит помощи? Или большинство вообще по боку? Они просто живут себе и живут, не хотят ничего. Ни у кого ничего не просили. Нет, вы себе выводите вот это вот рыло Пушилина на экран, которое вам рассказывает, что он просит помощи. И вы уже считаете, что Донбасс просит помощи. Все. И поэтому это для вас Донецкая республика. Да никакая это не республика, это просто область Украины. Независимая область независимой страны. Все. Независимого государства. Точно так же, как и автономная республика Крым. То есть мы с вами же прошли все эти этапы. Сначала туда заходят российские войска. Потом там проводится референдум. Но референдум под дулами автоматов не проводится. Это невозможно, это не референдум. Это, я не знаю, спектакль можно назвать, постановка можно назвать, как угодно. Референдум это свободное волеизъявление народа. Оно под дулами автоматов не бывает. Понимаете? Или в России так не мыслят. Там все, обязательно, что все под дулами автоматов должно быть. У нас таких ситуаций не было. Я не могу судить. А откуда же у вас будут такие ситуации, если у вас свободы слова нет вообще в принципе? Или есть? Меня никто не ущемлял за то, что я думаю. А что вы думали или что вы делали, за что вас можно ущемлять? Ну, меня не устраивало правление со стороны военных, скажем, структур. Так. Ну, между командирами своими я мог высказать, и мне за это ни выговор, никто не посадит. Ну, вы выше, имеете в естественно, виду локально, на своем уровне? Нет, вы что-то нет, там... именно сверху. Именно от самой Москвы. Мгм. И что вы, это как-то изменило что-то ваше высказывание? Нет. Оно куда-то дошло? Нет. Ну, я могу выражаться, и все, меня за это никто не садит. Я не выхожу там с митингами, еще куда-то там на камеру. Я понял. Если вы сейчас зайдете вот сюда вот куда-нибудь там в душевую комнату там, или там в ванную комнату, поговорите. Да, ну, я просто провожу аналогию. То есть фактически вы поговорили сам с собой, и вам за это никто ничего не сделал, правильно? Практически так. Ну так да, за это да, в России даже не трогают, потому что он юродивый, он ходит разговаривает, что его трогать. А вот за это наказывают, я вам сейчас покажу. Попробуйте сделать вот так, или давайте попробуем представить. Вот такой вот вариант. Так, кто-то в пареньке на рожон. Вышел с пустой бумажкой. Так, постановление губернатора Новосибирской области от 9 февраля 2022 года. Номер 40П. Публичные мероприятия, любые публичные мероприятия на территории Новосибирской области. Он нарушил закон, я видел это видео. Он вышел одиночный пикет, несанкционированно. Они запрещены у нас законом. А вы считаете санкционировано. это нормальный закон? Что нельзя человеку выйти просто с пустым листочком бумаги? Ну, пустой. Ну, это акция чего-то. Он же Чего не просто это так вышел акция? Продемонстрировать что-то, не знаю, показать что-то. Что он вышел показать? Он стоит с пустым листочком. Но он же пошел, стоит и стоит. Да, именно. Стоит и стоит.
демонстрируя что-то. Что? Пустой листочек? Ну, вызывая к себе какое-то внимание. И что дальше? Ну, это значит одиночный пикет. Ну, так это нормально, это нормальный закон, что человеку нельзя выходить, просто демонстрировать к себе внимание, как вы говорите. Показывает пустой листик. То есть это правильно, так и надо жить? Ну, его, не знаю, мне все равно просто. Меня это не касается. понимаю, Я что к вам тому, все что- равно, что я вам говорю, свободы слова нет в вашей стране вообще. И как только ты выходишь за рамки разговора у себя на кухне или в ванной, Это я понимаю, да, это не совсем то, что должно было быть в демократической стране. По сути, демократия это и есть власть народа и свобода слова, но ее как бы таковой она ущемляется. Это право ущемляется в нашей стране властями. это хорошо, что мы дошли до этого момента, только я уже не помню, почему я об этом спросил, вот в чем проблема. Потому что, ну, как бы, чаек вас... Сейчас, секунду. Вы меняете свое мнение по ходу беседы. Мне вот интересно, это вы под нас подстраиваетесь или это вы действительно у себя что-то в голове задумываетесь? Потому что практически, там, когда говорили про Крым, вы начали с... Вот, я говорю про референдум под дулом Да. автоматов быть не может. Или вы привыкли к тому, что у вас все под Нет, дулом. вы Вы говорите, показали не, у мне нас статью. свобода слова. Я вам показываю, у нас нет свободы слова. Так как, есть она или нет? Нет, для меня свобода слова поговорить просто с кем-то. Я же не буду выходить на митинг, мне это неинтересно. На кухне, в туалете, в да. выключенном свете. Нет, Примерно. свобода слова это совсем... Ну, если вы не понимаете, что такое свобода слова, то, наверное, про это нет смысла говорить. Мне так кажется. Свобода слова или демократия, то, о чем вы говорите, да, это как раз возможность, ну вы же только что сами это Да, сказали, я вот согласен. высказываться относительно тех или иных хотя бы социальных обстоятельств, которые возникают в стране. Я Просто этого не взять и делаю, запретить, просто взять и запретить все, то есть говорить обо всем, что связано вот с этой так называемой спецоперацией, которой вы сами говорите, она не спецоперация. А у вас запретили говорить, связано с ней вообще все. То есть неодобрение любое этих действий влечет за собой тюремный срок. Вот это и есть жить под автоматом. А я вам говорю, как украинец, который не привык жить под автоматом, референдумы под автоматом не проводятся. А вы, как россиянин, который привыкли жить под автоматом, даже понять не можете, что я вам пытаюсь сказать. Потому что вас все устраивает. Ну, в моей стране меня устраивает. Меня не касается просто. Я понял. Какие-то проблемы или еще что-то. У меня дети в школу ходят, в садик ходят. Я работаю, жена работает. Живем в достатке, мне этого достаточно. А если бы вы погибли? Ну, в моей семье не было бы кормильца. Нет, это вы как бы констатация факта. У вашей Ну, семьи не было бы кормильца. А за что бы вы погибли? Ну, если бы я погиб, не было бы все равно, наверное. Я правду бы все равно не узнал. Какую правду вы бы не узнали? Ну, что было именно на самом деле. Которую бы, в принципе, наверное, никто не узнает. Даже если все закончится и там кто-то останется жив, мы все равно правду не узнаем. Для чего это было сделано, зачем это было сделано, кто это сделал и все остальное. А какую вы хотите правду узнать? Вот я вот вообще интересно, что вы имеете в виду под словом правда? Мне было бы, например, интересно узнать, для чего вообще все это было сделано. Спецоперация, как ее называли вот в январе, и ввод войск на территории Украины. То есть из нашего разговора типа непонятно, да, вам еще стало, что это просто была попытка тупо захватить Украину? Наша власть преследовали, наверное, другую цель. Какую? Я не знаю. Ну какую другую цель может преследовать ваша власть, вводя войска по 6 направлениям в Украину, в том числе дойдя 20 километров до Киева? Какую такую цель может преследовать ваша власть? Я не власть. Так правильно, вот вы же говорите, вы правды не узнаете. А я вам задаю логичные вопросы, на которые вы как не власть, а как человек, который может смотреть на это со стороны, можете попытаться дать ответ. Но вы же не пытаетесь. Даже. Скажем, ну это похоже на вторжение в чужую страну для того, чтобы забрать территорию. Выглядит со стороны это именно так. Это похоже на правду. Для меня это похоже на правду. Вы узнали только что правду?
Я высказал свое мнение, что это именно похоже на это. Я понял. А какие у вас есть сомнения, что это не так? Ну что, как для нас новости одни, так и для вас новости. Не, я не про новости. Я новости вообще не смотрю. Мне не интересны новости. Мы вот с вами сидим вдвоем, и мы знаем то, что мы знаем. Достоверно причем. Каждый из своей истории. В частности, из вашей конкретной истории. Так, вопрос какой был? Вопрос был в том, какие у вас есть сомнения в том, что это была попытка захватить Россию и Украину. Какие сомнения? Откуда они берутся? Вот. Аргументы. Разумные сомнения. Сейте. После отношения уже здесь. Ко мне. Как к иностранному гражданину и оккупанту, скажем. То есть ко мне никто не относился как к врагу или еще чего-то. То есть здесь соблюдалась как Женевская конвенция прав человека, да, называется, что-то такое. То есть мне оказали срочную медицинскую помощь, меня никто не расстрелял, мне оказали помощь, постоянно ее оказывают, предоставили мне, как сказать, кровать, еду. Я что-то сбился В этом сомнение о том, что может быть какой-то другой вариант, кроме оккупации, захвата территории. То есть я увидел, что здесь нету, скажем, диких бешеных фашистов, как нам рассказывают, которые ходят, кромсают налево-направо, убивают детей. Лично я этого вообще не видел, как бы подтверждение тем фактам, которые я видел в интернете, ну, когда следил еще за этим. Этого я не увидел. Нет, в интернет нарезать и набросать можно, конечно, все что я угодно. имею в виду Особенно потому, что я этого обычные. не видел. Так я не понял. То, что вы это не увидели, это подтверждает? Это подтверждает то, что это, скорее всего, был захват территории. Попытка захвата территории, которая обосновывалась или аргументировалась защитой кого-то от кого-то, да, и тому, что здесь присутствуют какие-то некие фашисты. Да. Я просто не видел фашистов. Понял. Не со стороны Так вы военнослужащих. правду узнали или нет? Но я считаю, что это и есть правда. Так вы узнали правду. Получается так. Это Владимир, 51 минут. Это невероятно. И говорит вам человек, чаек зайди попить. Да. И И я дошел. На чай. И Ну, чай мне не налили. нет? Нет. Серной кислоты налили? Нет, я увидел дуло автомата просто. И сказал, все, хлопчик, ты пришел. Это, наверное, самое интересное взятие в плен. Просто самый плюс. Все, хлопчик, ты пришел, скажи? Да. А форму вы на них не видели, отличающуюся там от вашей и так далее? Многие носят разных форм. А я вот не пойму, вы говорите, шли в глубокий тыл, слева стояли ВСУ, справа Да. стояли ВСУ, Так и и никто было. на вас внимания не Мимо обращал? меня проезжал бронетехника, никто даже не остановился. Ни разу. С окопа были слышны разговоры. Вы с автоматом шли? С автоматом, в бронежилете, в каске. На мне была вот эта же форма, здесь белая повязка. Ну, и как у нас различительные знаки. И меня никто не остановил. Вы все идете, да? Я просто иду, и меня никто не трогает. Какие у вас мысли, ощущения? Ну, страшно было. Нет, Я так прохожу как- мимо меня проезжает броневик, я думал, смысл что-то делать, просто пойду дальше. Так вы поняли, что это не ваши броневики уже проезжают? Да. И вы как-то пытались уйти из вот этой локации, где... Да. То есть вы как раз Я шел постепенно просто... убегали, да? оттуда Нет, просто? я просто шел медленно. Потому что если я начну убегать, даже если они меня не видели, они меня по-любому Я увидят. понял. Ну, не пытаясь не привлечь к себе внимания, Да. вы пытались покинуть это место, в которое вы зашли, не понимая. Скрыться от внешнего видимого воздействия какого-то, да. Я пытался. Уходил в лесок, уходил в лесопосадку, там наблюдал, что там были украинские сухпайки, пакетики от них. Я понял, что здесь как бы уже наших нет. Все равно пытался пройти насквозь и дойти куда-то дальше. Я хочу прокомментировать. Просто наши так устали ваших брать в плен, что
чтобы меньше тебя вести было, они просто ждали, пока ты дойдешь уже в самые глубокие. До нужной машины, чтобы тебя сразу в нее посадить и повезти. Меня быстро забрали потом. Быстро забрали. Конечно, быстро забрали, потому что ты идешь, а другу передают тут идиот какой-то. Я прошу прощения, Так конечно. выглядело. Но это так выглядело Ну, пусть 100%. идет, значит, что-то важное. Он несет военную тайну, пусть несет. Может быть, он куда-то конкретно идет, давайте посмотрим, потому что идет и идет. А вы идете такой и думаете, ух, сейчас они меня не заметят, да, и я... Я думал, что либо выстрелят, либо я успею дойти. Меня просто подумали, типа, это украинский разведчик, который переоделся в русскую форму, чтобы зайти к нашим позициям, что-то разведать, вернуться обратно. Конечно, да. Идея была, мысль была, присутствовала такая. Ну, Либо не заметили, либо им просто плевать, кто там ходит. да, я где-то читал в какой-то книге, что у приговоренного к смерти за 5 минут до того, как его казнят, у него появляется ощущение, что его непременно помилуют. Вот у вас примерно такие же ощущения. Вы идете и начинаете себе рисовать мультики, что вас не заметят, потому что подумают, что вы украинский разведчик, переодетый там в российскую форму и так далее. Добрый день. Добрый день. Что-то звука нет? Да нет, все есть. Вы меня слышите? Я ее не слышу. Нет, звук есть. Перезваниваю еще. Это же ваша жена? Да. Мне просто нужно ее предупредить о том, что этот разговор у нас Я, идет. да, не объяснили. О, а для этого мне нужно ее слышать. Алло. Да, слышу. Добрый день, меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Желаете ли вы поговорить со своим мужем? Конечно. Ваш муж в плену, разговор происходит под запись и для последующей публикации. Вы услышали меня? Я вас услышала. Я передаю ему трубочку. Привет. Я в плену. Вы не говорите, где вы. Я поняла. И что дальше? Как? Как? Живой теперь. Слава Богу. Мне оказали помощь, провели операцию, и теперь я На чем? по удалению испорченного органа, скажем. Вот так. Служить дальше я не смогу, поэтому я буду увольняться. Ага. Как у вас дела? Я поняла. Я говорю, как у А вас дела? сейчас что? Сейчас я жду обмена между, на... Ну, а как это будет? Там как-то они связываются или что? Там Или будет, это незаметно? там будет сайт, на котором выкладывается фамилия, имя, скорее всего, часть и видеозапись этого интервью. Угу. От тебя, наверное, нужно будет некоторые действия. Оповестить мою воинскую часть. Можно еще раз? А тебя нужно будет оповестить мою часть. Если там никого сейчас нету, то штаб армии. Оповестить твою часть и... Штаб армии. Если вдруг в части никого сейчас нет уже. И штаб армии. Правильно я, да, услышала? Да. Желательно оповестить комитет солдатских матерей и Красный Крест. Ну и все организации, которые могут посодействовать в срочном обмене, потому что наша армия, как нам сказали, не проявляет инициативу по обмену военнослужащих. Ага, я поняла. А как мне лично прийти, Спокойно, приходишь в часть, говоришь, я в 78-ю роту, и тебя проводят. Там у нас домофон, звонишь. Там вот смотри, рота опечатана сейчас. Опечатано чем? Бумажка? Это я ее клеил. Бумажка? Ага. Это я ее клеил, там без разницы. Звони в домофон, если тебя откроют, то оповести командира. Если командира не будет, то иди в штаб армии. Если командира не будет, то В штаб армии. штаб армии. Просто никак сейчас. Ну, бывает. Я должна... Завтра, сегодня уже у нас рабочий день. Завтра с утра тогда. Штаб армии, воинская часть, Красный Крест, комитет солдатских матерей. Позвони маме моей.
И пусть она встретится с с Яковом Викторовичем. Она знает, кто это. Ага, И хорошо. объяснит ему все то же самое. Я думаю, он больше поможет, чем армия. Ага, я поняла. Ну, я живой, здоровый, кормят, спим, читаем, много читаем. В принципе, все. Я поняла тебя. То есть, в принципе, это звонок для того, чтобы я тебя увидела и чтобы я передала информацию. Да, доказательство того, что я живой, я нахожусь в плену, а не без вести пропавший, либо дезертировал. Вот так. Я в плену, вот он я. Меня взяли в плен, я здесь. Я тебя поняла, да. Все зафиксировано, продолжим. Вот так вот. Ну, может, служба безопасности еще позвонить, потому что нам сказали, что обменом занимается теперь служба безопасности. Ага. Хорошо. Что Ну, делать? напрямую на службу безопасности я не знаю как. Или просто мне тоже прийти, просто В штабе армии. через кого-то я смогу это сделать. Они в штабе армии находятся, те, которые курируют мою часть. Я поняла. Скажи, пожалуйста, я это должна все лично сделать? Просто я сейчас в Владивостоке нахожусь, мне нужно сейчас знать, ехать мне завтра утром на электричке. Да. Да, Уссурийска. Да. Все. Что, дети, покажи их. Да, сейчас. Только ты ничего не Там. говори, пожалуйста. Я просто издали скажу. Ну, Ничего не говори, Ну, покажи. то, что это я. просто покажу тебе их. Нет, не подходите, это личный разговор. Просто... Все, идите. Там сейчас 7 вечера. Да. Они ждут. Молодец тебя. Ну, зависит от тебя, скорее. Выбрались. Потому что часть... Я же говорю, завтра же утром я пойду с утра. Часов 9:30. Всё. Ты уже там, и Нет, я очень надеюсь, что после встретимся. 10. Там совещание. Ну, А до мне не этого важно, никакой я- информации, по-моему, от не меня поступало, это зависит. получается. Я знаю все Нет, службы. жена не знала. Ты только сейчас узнал, что я нахожусь там, где нахожусь? Тебе никто не оповещал, не звонил, никто с части тебе Нет. ничего не передавал? Нет, вообще никому. Вообще. Ну, а что они вообще говорили? Где вы находитесь? Я сидела как нибудь. Что они говорили? Или ничего вообще никто не говорил? Ты не- Ничего. Со мной никто не связывался. Я звонила только на горячую линию в Москву. Что говорят? Больше я не знаю. Что сказали? Что сказали? В списках нет. В каких списках? В списках нет. Погибших? И списки это типа погибшие, наверное. Понятно. Значит, я даже не был пропавшим. Я сказала посидеть там, пока я буду разговаривать. Все, давай, наверное, заканчивать разговор уже. Хорошо, люблю тебя. Можно Я вопрос тоже- один? А, подожди, ну тут еще будет тебе вопрос задавать. Давай, пока. Да, ну, своего мужа вы увидели, он живой, здоровый. Ему даже предоставили медицинскую помощь, как он вам объяснил. Скажите, пожалуйста, что у вас там, может быть, рассказывают посредством массовой информации? Зачем это все Я не происходит? смотрю телевизор. У нас уже Радио не слушаете? нету. Вообще. YouTube? Я просто сижу дома, занимаюсь здоровьем детей. То есть вы вообще не интересуетесь, что происходит в Украине, где находится Ну, ваш муж? Я слышала, что на территории Украины происходит спецоперация. Мгм. Ну, по радио, там, по телевидению, до февраля, по-моему. Мгм. То есть, что она продолжается. Мгм. А вот, ну, как бы читать страшные новости, смотреть, я, честно говоря, Ну, то есть вам было, по сути, безразлично, что происходит в стране, где находится и воюет ваш муж. Я правильно понимаю? но я не могу на это повлиять. Я просто знаю, что там происходит, что люди там. Ну, то есть, если вы повлиять на это не можете, то вам и безразлично, правильно? Нет, мне не безразлично. Ну, Я переживаю за беду. Там Переживаю. такие же люди, как и здесь. а вы поддерживаете то, что происходит? Можно еще раз? Вы поддерживаете то, что происходит? Я не могу сказать, поддерживать. То есть вам, Мне просто страшно так же, как и всем. то есть вам все-таки, я понял, вам все-таки безразлично, что гибнут люди? Я не могу вам конкретно ответить.
А вот вы можете сказать, если бы ваш муж погиб, да? Такое вполне было возможно. Если бы ваш муж погиб, а за что бы он погиб? Сколько было? Если бы ваш муж погиб, за что бы он погиб? Я не знаю. Ну, это уже исчерпывающе, Я не- по-моему. Все, спасибо большое. Да, наш канал, меня зовут Владимир, фамилия Золкин. Можете найти наш канал, на нашем канале можете найти это видео. Золкин, моя фамилия Золкин. Интервью с пленными РФ можете забить в Ютубе, посмотреть, там найдете это видео, занесите своим и покажите. Спасибо. Как вы думаете, ну вот позиция граждан Российской Федерации, а именно безразличие к тому, что все происходит, это что нужно было сделать с 140-миллионной страной, чтобы вот в один момент 140 миллионам или там 100 миллионам, допустим, да, стало безразлично на то, что людей убивают, другие люди гибнут, одни гибнут, другие гибнут и так далее. Вот что нужно было с ними сделать? Ну, чтобы все зомбировать. Да. Другого варианта я не знаю. Да. И это в том числе последствия вот этих вот задержаний, которых я вам показывал. Чуть-чуть что-то не то скажи, чуть-чуть правды хотя бы дай, и тебя немедленно задержат. Вот это правда и есть, которой вы якобы не знаете. Но вы ее уже знаете, и вы сами ответили уже на все эти вопросы. Вы знаете правду теперь, я поздравляю вас. Спасибо. Что вы можете передать другим россиянам, которые еще не знают правды? Пусть ее сами ищут. То есть, по сути, вам остается все так же безразлично. У каждого свой выбор, у каждого своя голова. Если они думают, что здесь фашизм, тирания и все остальное страна Украины, пускай приходят и посмотрят. А, то есть вы их еще и призываете сюда? Нет, я не призываю. У каждого свой выбор, у каждого своя голова. Пусть делают. Вот смотрите, какая история. Смотрите. Люди, у которых своя голова, такая же, как у вас была голова, когда вы сюда пошли, да, могут сюда идти, погибнуть сами и убить кого-то. Не Без совсем цели и так. без смысла. Нет, не совсем так. Ну, они видят людей, которые вернулись. Раненые, там, без ноги, без всего, там, еще что-то там. Я думаю, что им просто лучше поверить тем людям, которые уже вернулись. Я думаю, большинство, как минимум, узнали правду здесь. Так вот и я вас и прошу, обратитесь к ним, как человек, знающий правду или понимающий хотя бы, что здесь происходит. Нужно им сюда идти или нет? Но если не хотят умирать, не стоит сюда идти. Если не хотят быть оккупантом, либо чьей-то марионеткой по захвату территории, сюда идти не нужно. Лучше поверить тем военнослужащим, которые прибыли отсюда уже живые, либо раненые, либо что-то еще, ну, которые просто вернулись, хотя бы с ними поговорить, и они, большинство, я думаю, расскажут вам правду. Лучше стоит им поверить. Все, мне сказать больше ничего. Но это уже немножко лучше, чем просто у каждого своя голова на плечах. Потому что головы там есть не у всех, к сожалению, на плечах, у некоторых телевизор вместо головы. Вы в начале еще до интервью рассказывали, что практически все ваше подразделение погибло. Ну, не мое, а то, которым я был, скажем, придан. Вас всех А расскажите вот эту вот еще кратко историю, которой вы были приданы, количественный состав? Ну, примерно 100 человек, но 100 там не было, чуть меньше. Ну, около, хорошо, да, 90 пусть там будет около того. И что с ними случилось? Ну, как сказали еще, когда меня, скажем, в первую ночь, то, что там отлично отработал артиллерия и миномет, и можешь, в принципе, радоваться, что хотя бы ты выжил. Угу. А, ну то есть вы это знаете из слов, вы да, не видели тех, этого кто... лично? Нет, не видел, конечно. Понял, хорошо. Несколько вопросов общих, да. Верите ли вы в птиц, которых Украина должна была заразить и отправить в Россию для того, чтобы уничтожить там славян? Ну, во-первых, я даже такое не слышал, да и вряд ли такого не может быть. Ну, в смысле, Ну как это? Ну, птица полетит на юг, а не я на прошу север. прощения, но это же не я придумал, это же вот Никита Михалков, это же ваш признанный тот самый, как кто он там, продюсер, режиссер, эксперт. легендарный. Вот, послушайте. Выяснив что-то
там еще готовилось биологическое оружие, которое испытывалось на добровольцах, украинцах, это значит, а еще плюс к тому, что птицы, которых этим заражали, просчитывалась их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса как такового. Ну, мне кажется, это фейковая новость. Не может быть такого. Ну, я вам довожу до вашего ведома, что это не один Михалков это говорит, что это один из базовых, фундаментальных нарративов, на котором Россия базировала свое вторжение в Украину. В Украине биолаборатории мы собирались заразить птиц. Птицы должны были полететь, как вы слышите, рассчитать траекторию полета этих птиц и должны были заразить именно и уничтожить славянский этнос, причем каким-то образом именно в России. Это невозможно рассчитать. Траекторию птиц, они дикие животные. Но я прошу прощения, но это же не я говорю, это же говорит Михалков. Но это же природа. Как можно управлять птицей, которая будет лететь к себе на юг? Ну вот такие Россия вот мы Она на хитроумные. Далее, верите ли вы, что Украина собиралась вторгнуться и захватить Россию и Беларусь? Если бы собирался, Прежде чем вы дадите ответ, я хочу, чтобы вы смотрели на карту и... Это там моя любимая? Ну, почти. Верите ли вы, что вот эта вот страна, которая здесь обозначена желтеньким, собиралась напасть на Россию и еще на Беларусь? Мне кажется, если бы он собирался, у нее хватает возможности сейчас напасть. Она бы напала уже. Еще до того, как произошло все это. И птички бы полетели точно так же само. Уже к данному моменту самое время было бы их запускать. Если бы они у нас были. Нет, я не верю, она бы... это явный проигрыш. Вторгаться в такое государство, у которого мощь превосходит. Понимаете, вот тут есть комментарии по этому поводу, это просто зрители из Ютуба, кто-то узнает, наверное, сейчас. Выходит, село наше военное руководство и давай решать. У нас сколько танков? 300, а у России 10 тысяч. Самолетов у нас 50, а у них сколько? 500. Ствольной артиллерии у нас 1000, а у них сколько? 12 тысяч. Угу. Ядерное оружие и ракеты у них есть, у нас нет, а армия у нас 300 тысяч, а у них миллион. Миллион, да? Короче, село наше военное руководство такие, самое время нападать. Читал. Нас информируют постоянно политически. Это, но почему? Вся Россия верит, что мы собирались на них напасть. Вся Россия верила в то, что есть эти гуси зараженные, которые должны были их уничтожить. Об этом говорили не только там Михалковы, об этом говорили якобы авторитетные блогеры с претензией на какую-то аналитику. Я не верю в нападение, это бессмысленно, это неправда. Ну и вот на сам кинец вам статистика смертей по приграничным линиям. Все это можно проверить, это все в открытом доступе. Вот 8 лет, это то, что рисуют сами же, с учетом того, что рисуют сами же фейковое руководство ЛДНР, так называемых, 3405 человек за 8 лет. Это досить. За 8 лет в совокупности. И вот за 4 месяца это только то, что успели сразу же подтвердить, да, помимо тех людей, которые подтвердились еще, а их десятки тысяч больше, только за 4 месяца 4677 человек, из них 321 ребенок. Только за 4 месяца. Вопрос о защите кого-то от кого-то, мне кажется, здесь должен как бы сняться сам по себе. При этом, вот статистика 19, 20, 21, 22 год. Это их же статистика, ЛДНР статистика. Что такое один? Я не увидел. Вот нижняя цифра. Это погибшие. Якобы 27 человек погибло в 2019 году, 26 в 2020, 25 в 2021. В январе, собственно, один, да? Мы не понимаем, кого записали. Тут могли от коронавируса, от какого-нибудь люди умереть, их могли сюда записать. Могли от чего угодно. Даже если вот верить вот этой статистике, их же за 3 года
Нет даже 100 человек в совокупности. Да, там человек 8 даже не будет. Ну, у вас за 4 дня присутствия в Украине только ваше подразделение чуть меньше 100 человек. Чуть. Да, первый день входа в Киев, попытки входа, там погибло очень много людей. Да. Именно это я знаю, потому что я был в России. Так вы же знали это все, и вы все равно пошли. Я знал другую сторону. Я Да, ну думал, понятно, но я призываю просто россиян начать думать головой. Это был призыв Какую наоборот же другую туда поехать. сторону? Какую же другую сторону? Вы же знали, что они шли на Киев, эти все люди и погибли. Что же вам еще нужно было, чтобы понимать, что это просто вторжение и попытка захватить территорию, попытка захватить страну? Причем она не удалась уже, это очевидно было уже. К июлю это уже точно было очевидно. И что вам там не хватает, чтобы вот такие вещи понимать? Здесь можно погибнуть ни за что. Так. Бессмысленно. Пока не забыл. Ладно, хорошо. Пойдете в город? Мы вас отпускаем. Мы договорились, мы вас отпускаем. Вот. Подписывайте документы о том, что никто ответственности за вас не несет. Прям в российской форме. Нет, я не пойду. И идете на вокзал, там дадим денег, поедете куда-то на приграничные территории, туда вон там, к Беларуси. Нет, Чего? здесь безопасно. Здесь безопасно? Так здесь же, так вы же в плену у кого? Вам кто рассказывал? Вы же про кого рассказывали? Кто там? Боевики, группировки, там фашистские, там собираются, поэтому мы лупим по домам гражданским, да? Потому что там боевики и фашисты собирают. Так вы, получается, уже все, вы в плену у фашистов. Что с вами здесь должны были сделать? Фашисты запытать да убить. Да, просто их, где они? Здесь их нет. Ну, а там, получается, куда стреляли по мирным городам, они там были обязательно, да? Потому что вам так сказали по телевизору? Да, потому что нам так сказали. Так они там были или нет? Как вы думаете теперь? Ну, те видеозаписи, фотографии, которые я видел, я там техники военной не увидел. Ни военнослужащих, ни погибших военнослужащих в этих местах не зафиксировал. Еще раз. Но вы верили при Нет. этом, при всем? До этого я верю. Просто Так, нам ну- здесь показывали немного со стороны очевидцев, которые заходили в эти места, которые были соседями и говорили, что здесь никогда не было военных. Мгм. А хотите, мы вас повезем по этим местам, просто посмотрите, без формы? Голышом, что ли? А? Голышом? Ну это я юморнул, нет, не хочу. Юморнул? Голышом Остряк. Смотрите, у нас вот папка, как видите, она уже потрепанная, потому что нам разрешили, согласовали одного человека отпустить, дать сопроводительные документы, выдать деньги под роспись. Она уже настолько потрепанная, потому что за 5 месяцев никто не согласился. Я тоже не соглашаюсь. А почему, как вы думаете, что с вами будет, если вы вот в российской форме сейчас пойдете на вокзал? Самосуд. Ну, я А думаю, как это думаете, кто совершит этот самосуд? Мирные. Мирные? Обычные мирные, да. Мирные, правильно. Видите, вы когда это касается вашей собственной жизни, это вы начинаете хорошо соображать, вы сразу правду знаете. Потому что именно мирные могут это сделать. Потому что военные вас вернут обратно в плен, это понятно, чтобы обменять. А вот мирные с вами церемониться не будет. Потому что в их дома попадает, их дети гибнут, наши дети гибнут, наши женщины. Вы понимаете это? Да. Вот такие же, как ваша жена, такие же, как ваши дети, сидят дома, а в них прилетает ракета. А по российскому телевидению рассказывают, что там внизу фашисты за них собирались. И летят эти ракеты в Украину. Каждый день. Да вы и сами слышите, скорее всего, эти Да, телевизоры. нас, ну, как сказать, политическую работу с нами проводят. Показывают новости, вырезки. Как вы думаете, если мы вас переоденем в гражданку, и мы пойдем в город, и вы попробуете, вы же еще украинский, русский язык пришли защищать. Да, кстати говоря, вы же русский язык тоже здесь защищали вроде бы. Этого я не в курсе. Не в курсе. За типа ущемление русскоязычных. Да, Да. да. Ну что-то такое. Ну давайте я вам дам свою одежду, подарю. Вы выйдете в город, мы вас поснимаем со стороны, посмотрите, как здесь русскоязычных ущемляли. И в чем конкретно это должно было проявиться. В чем? Я не хочу. Купите булочку, сигарет, дадим денег. Там. Просто подойдете, не знаю, на улицу что-нибудь кого-то спросите по-русски. Как пройти на такую-то улицу, спросите. В гражданке. Да нет, я не хочу.
Так Так почему? не, ну так нам же ж надо выяснить, ущемляли здесь русскоязычных или это просто чушь, которую рассказывали по российскому телевидению. Ну, я не хочу этого проверять, как бы я знаю, что вряд ли это ущемление было. Если бы было ущемление, они бы уехали отсюда. Ты знаешь, они когда здесь, они хоть и правды всей не знают, но потом немножко поговоришь, уже знают. А так, то вообще, что касается лично их, до них все прекрасно доходит. Все замечательно, да. Все они прекрасно понимают. Все. Game over. То есть конец интервью. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео. Спасибо.